Привет любителям геометрии. Красивейшая задача, улетная, можно сказать, про равносторонний треугольник. Итак, дан равносторонний треугольник АБЦ, АБ равно БЦ и равно АС, и внутри взята точка П, которая находится на расстояниях 3, 4, 5 от вершин, и нужно найти площадь этого треугольника. Я покажу два решения. Первое будет покороче, а второе покрасивее, причем значительно красивее. Вы его точно оцените. Итак, первое решение. Итак, внимание. Мы применим такой приемчик, который мы уже ранее применяли. Посмотрите, что я сделаю. Напишу, что нужно найти площадь треугольника АБЦ. АБЦ равносторонний треугольник, правильный. Эта сторона равна вот этой, равна вот этой. Я поверну вот этот треугольник АБП по часовой стрелке на 60 градусов. Хотя можно обойтись без всякого поворота и просто построить вот здесь. На стороне АС треугольничек равный тому треугольнику АБП. То есть АС P1 треугольник, сторона вот эта B3, это четверка, и легко доказать, что это угол 60 градусов. Вот так. Вот что я получил. А теперь дальше. Наверное, все понимают, что нужно соединить точки P и P1. Тогда мы получим равносторонний треугольник. А P равно 3, а P1 равно 3. Это равнобедренный с углом 60 градусов при вершине, значит равносторонний. Таким образом, вот эта сторона PP1 будет 3, а вот этот угол, на всякий случай, тоже 60 градусов. Есть треугольничек АП1 равносторонний. Равносторонний. Теперь внимание, треугольничек ПП1С. Треугольничек П1С. Он какой? Он прямоугольный. Да почему? Потому что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Это все знают. Египетский треугольник. Хорошо. Внимание. Тогда для треугольника АП1С, треугольник АП1С, можно применить теорему Пифагора. У него же известны две стороны. И вот угол этот P1 между ними, он 150 градусов. Давайте прикинемся, что мы в 8 классе и не знаем этой теоремы косинусов. Как тогда решить задачу? Даны две стороны 3, 4, угол 150, найти сторону АС. Точнее, даже не саму сторону АС, а квадрат этой стороны. Посмотрите, как поступают в таком случае. Вот продляют сторону боковую, одну из боковых, и опускают перпендикуляр. И что получается хорошего? Сейчас вы оцените. Зацените. Вот этот уголок сколько градусов? 180 минус 150, 30 градусов. А катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы 2. А по теореме Пифагора из треугольника P1FC я и получаю, возьму черный и скажу, что длина отрезка P1F будет 2 корней из 3. Длинный катет треугольника с углами 30 и 60. Тогда, внимание, сторона АФ катет АФ треугольника АФС, треугольник АФС будет равна 3 плюс 2 корней из 3. А второй катет двоечка. Применяя к треугольнику АФС теорему Пифагора, я получу, что АС в квадрате, то есть А в квадрате, будет равно АФ в квадрате плюс ФС в квадрате. ФС в квадрате. Дальнейшее просто. Нужно возвести 3 плюс 2 корней из 3 в квадрат. Я думаю, мы сделаем это. Плюс 2 в квадрате. И что же получается? 3 в квадрате 9, 2 корней из 3 в квадрате 12, 21 плюс 4, 25. Плюс удвоенное 3 у 2, 6, 12 корней из 3. Так, 12 корней из 3. Это А квадрат. А площадь равностороннего треугольника S треугольника ABC
мы найдем по готовой формуле, красивой, а в квадрате корней из 3 на 4. Так мы и будем готовиться к ЕГЭ, ЦТ и олимпиадам. Получается, а квадрат 25 плюс 12 корней из 3. Это а квадрат, да? Умножить на корней из 3 и разделить на 4. Что же получается в конце концов? Получается 25 корней из 3 на 4 плюс корень из 3 на корень из 3 3. 12, 4 сокращается, плюс 9. И это примерно 20, 19, 8. Мы решили нашу задачу. Ответ. 25 корней из 3 на 4 плюс 9. Чисто ЕГЭшный ответ, и мне кажется, вам это должно понравиться. Но потом я покажу второй метод. Это был метод 1. Метод 1. Ну, учитывая, что вы уже немножко устали, я хочу сделать паузу, прервусь и немножко, 2 слова скажу о последних роликах нашего канала. Посмотрите, что у нас получается по последним нашим роликам. Я взял 12 роликов, и у нас получается 2 задачи по алгебре. Мне кажется, это нормально, хотя одна задача почему-то набрала почти 10, а вторая пока 1,7 на сегодняшний день и час. Это на Ютубе у нас, на Ютубе, на Дзене там чуть другая картинка, хотя уравнения почти одинаковые, там где 9 и 9, то есть почти 10 тысяч, там просто тупое разложение на множители, а здесь мощный метод неопределенных коэффициентов. Ну, так складывается история. 2 задачи на развлекалочку, одна числовой ребус. Слабо просмотрели, не любят числовые ребусы, хотя куча олимпиадных задач с 5 по 7 класс, и там мощная теория делимости очень часто встречается. И вторая про спички. И там на Дзене ребята придумали, что из 2 спичек можно сделать значок степени, вот такой, который используется в информатике. И тогда космические числа просто получаются, большие молодцы. И у нас остались еще задачки про геометрию. Одна геометрическая, вторая геометрическая, третья геометрическая, 4, 5, 6 задачка и 7 задачка. Подожди, и 8 задачка. О, получается 8 задач, да? 8 задач. Ну, вот эти задачки у нас классические, они уже были. Вот задачка с монетами набрала 30 тысяч просмотров. Ну, здорово. Что зрителей притянуло, я не знаю. Может быть, американский орел, либо Елизавета английская. Ну, вот они стали смотреть. Ну, а красивую задачу про шары и кубик смотрело меньше. 4000 человек тут за 6 дней. Ну, я в таком ключе и буду продолжать, если вы не возражаете давать разнообразие задач. Но если есть пожелания, вы можете, конечно, написать. Может, задачи на построение циркулем и линейкой кому-то нравится иррациональное уравнение, кому-то теория делимости. Напишите, а я второй метод решения покажу. Вы, глядя на картинку, сразу все поймете. Шикарный метод решения заключается в следующем. А что, если я каждый из треугольников поверну на 60 градусов? Вот тот зелененький, который я поворачивал, поверну на 60. Вот этот розовый поверну на 60 градусов. И вот этот голубенький поверну на 60 градусов около вершины треугольника по часовой стрелке. Тогда я получу, это метод 2, метод номер 2, шестиугольник А, P1C, P2B, P3, да, который по площади в 2 раза больше площади моего треугольника. Ну почему? Он состоит из 2 пар каждого из треугольников, верно? Верно. Ну вот что интересно, что если я проведу в этом шестиугольнике вот такие отрезки PP1, PP2 и PP3, то разобьется мой этот шестиугольник на 3 равносторонних треугольника. Вот это равносторонний, вот это равносторонний,
И вот это равносторонний, верно? Со сторонами 3, 3, 3, дальше 5, 5, 5 и 4, 4, 4. А учитывая, что АП3 равно после поворота, ведь мы поворачивали треугольник БПС равно БС, то есть пятерочка, аналогично это троечка, а аналогично P1C четверочка. Я получу еще три треугольника со сторонами 3, 4, 5. Вот этот и вот этот. Таким образом, площадь этого шестиугольника – это удвоенная площадь нашего треугольника АБС. АБС. И она будет состоять из площадей треугольника со сторонами 3, 3, 3, равностороннего, треугольника со сторонами 4, 4, 4, треугольника со сторонами 5, 5, 5 и плюс 3 площади треугольника со сторонами 3, 4 и 5. Получается, здесь будет 3 в квадрате корней из 3 на 4, плюс 4 в квадрате корней из 3 на 4, плюс 5 в квадрате корней из 3 на 4, и плюс 3 площади треугольника, который находится половиной произведения катетов, 3 в 4 пополам. Все. Я могу, конечно, записать 9 корней из 3 плюс 16 корней из 3 плюс 25 корней из 3. Все это на 4 и плюс 18. Это две площади. Если упростить, то я получаю, что одна площадь моего треугольника АБС будет в 2 раза меньше, и она снова получится. Здесь у нас получается 25 и 25, 50, пополам 25 корней из 3 на 4 плюс 9, и это примерно 19,8, 20. Задача решена вторым способом. Общий вид понятен, конечно, зная длины отрезков М, Н и К, найти площадь треугольника. Но второй способ, общий метод, разбивает в лед, поэтому ничего даже не предлагаю. Просто оцените задачу и оцените наше решение. И ваши пожелания по контенту, вы же соучастники, можно сказать, канала, постоянные зрители, мы вместе творим этот канал. Ну и прочитайте надпись на моей шапке, если, конечно, вы увидите ее. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всего хорошего, с вами был Валерий Казаков, пока.